Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я вам хочу показать, как организовать свою работу, чтобы вы не теряли время на мелочи, а все у вас получалось быстро, четко и корректно. А также покажу, как обтянуть звездочку. Меня просили уже в прошлом видео. Ну что ж, приступим. Работу я начинаю с того, что раскладываю ткань горизонтально по метражу. Не вот так вот, не по ширине, а именно по метражу. И первое, что я делаю, я обрезаю вот эту кромку. Она все время смущает, и мы пытаемся сэкономить ткань, но получается так, что иногда она попадает на край игрушки и некрасиво смотрится. Поэтому беру ножницы и вот прямо ее отрезаю. И первым делом надо определить, в какую сторону смотрит ворс. Он у меня смотрит вниз. И ткань я буду сгибать вот таким образом, чтобы выкраивать сразу на две половинки. У вас получится, что ворс смотрит на двух половинках вниз. Если вы сделаете вот так, то получится, что одна сторона ворса смотрит вверх, другая вниз. И потеряете время, пока будете определять, в какую сторону смотрит ворс. Поэтому подгибаем вот таким образом. За основу отрезка я беру шар 8 сантиметров диаметр, потому что отрезки, которые подходят под шар, подходят и под сердечко, и под юлу, и шары 7 сантиметров, и другие формы, которые у вас есть. Поверьте, что вы потратите немного больше ткани, но при этом сэкономите время. Если вы будете каждый кусочек отрезать отдельно, на это уйдет очень много времени. И получается, у меня уже свои расчеты, что по ширине, именно как у нас тянется, вот так у нас будет располагаться игрушка, у меня получается 13,5 сантиметров. И вот я подгибаю ткань 13,5 сантиметров и подгибаю по всей длине. Ткань у нас согнута по всей длине. И я отрезаю именно вот этот кусок 13,5 сантиметров. Отрезаем весь отрезок. И если по ширине ткань у нас тянется, то по высоте, именно как будет игрушка, она не тянется. Поэтому я также беру из расчета 8 сантиметров шар и буду отрезать отрезки 15 сантиметров. Я прямо беру вот так линейку. Вот у меня здесь 0 и 15 отрезаю. И сразу складываю фигурки. Снова 15. Вот вы видите сразу 2 вместе. Следующий отрезок. И поверьте, что так вы сэкономите время, чем будете каждый отрезок отрезать отдельно. Ткани вы на этом много не сэкономите. И продолжаем работу, как бы вырезаем все отрезки на ваши фигуры. И еще один момент. Вот вы берете, отрезаете. Под рукой у меня всегда находятся сами заготовки. И заготовку я складываю сразу вот этими верхушками, как бы именно накладываю на ткань. Ворс у меня снизу, поэтому мне уже потом не надо будет ничего проверять. И, конечно, отрезаю на 2 части. И таким образом я подготавливаю все. Поверьте, так идет все намного быстрее. Ну вот, все мои заготовки подготовлены, я имею в виду ткань. И могу сказать, что заняло у меня это минут 7. Очень быстро. И еще раз напоминаю размеры. По ширине, где у нас ткань тянется 13,5, за основу мы брали шар 8 сантиметров. И по высоте 15 сантиметров. И в сегодняшнем видео я также покажу, как обтянуть звездочку. Вот у нас форма. И форма состоит из 2 половинок. Вот эта половинка, которая у нас заходит внутрь, когда звездочка закрывается, нам надо откусить вот этот небольшой отрезок. Я беру плоскогубцы и аккуратно придерживаю пальчиком, чтобы случайно мне не попало в глаз. И все, откусываю. Делаем это очень аккуратно. И делаем по всей звездочке. Когда мы все откусили, берем пилочку и стачиваем все уголки, чтобы у нас было
ровная поверхность. Теперь у нас ровные края, и можем приступать к обтягиванию. Как я уже говорила, ткань у нас сразу расположена так, что ворс смотрит вниз. Одна часть, вторая часть. Вам не надо определять, где в какую сторону у вас ворс. И если все игрушки я начинаю подклеивать с нижней стороны, то звездочку с верхней. И первым делом подклеиваю вот сюда ткань, при этом оставляя немного ткани, примерно 5 мм, чтобы подвернуть. Располагаю звезду посередине и наношу клей, подклеиваю и даю закрепиться. Теперь, когда у меня ткань подклеена сверху, переходим к нижней части и натягиваем. Все вот так сильно-сильно натягиваем, чтобы у нас было все, вы видите, все ворс у нас вниз, все натянуто. На камеру немножко неудобно. Удобно работать, когда все это на столе, но ничего. И подклеиваем низ. Натягиваем, чтобы у нас все, вот все было ровненько. Видите, все у нас, вся форма видна. Теперь натягиваем остальные углы. Не вот эти углы, которые острые, а именно внутренние, вот эти все углы. Отодвигаем все, наносим клей и все подклеиваем, все натягиваем. Даем закрепиться, приступаем к следующему углу, наносим клей, все натягиваем. И вот вы видите, как все получается ровно и красиво. И так поступаем со всеми углами. И последний угол. Теперь, когда у нас все внутренние углы подклеены, нам остается подклеить остальное. Аккуратно все отодвигаем. Наносим клей и все натягиваем. Получается красивый острый уголок. Следующий уголок. Отодвигаем ткань, наносим клей и все подклеиваем внутрь. И так подклеиваем все остальные уголки. Форма у меня обтянута тканью, и теперь можно все лишнее отрезать. Чтобы не утяжелять игрушку. Все вырезаем. Одна сторона заготовки у меня обтянута, и также поступаем со второй заготовкой. Две половинки готовы, и если у вас нет декора, то подклеиваем вешалочку и склеиваем две половинки вместе, и звезда у вас готова. Если у вас декор, то, конечно, вы декорируете сначала, располагаете, как вы хотите, декор, приклеиваете вешалку, все лишнее обрезаете и затем склеиваете. Так как у меня здесь будет декор, и у меня его с собой сейчас нету, я оставлю как есть, но я вам объяснила, что делать. Если вдруг вы хотите, чтобы я показывала что-то, вот меня просили елочку сделаю, как приеду домой, думаю, в 20-х числах этого месяца покажу, просто ее с собой у меня нету, и здесь я не нашла этой формы, но обязательно сделаю. Поэтому, если вам кажется, что я обтягиваю и показываю, как декорирую одни сердечки или одни шары, то обязательно пишите в комментариях, и я это дело исправлю. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам мое понравилось и было полезным. Творческих успехов, хорошего настроения и до скорой встречи. Пока-пока.